Всем привет! Мне хочется показать, как был создан инвентарь Elden Ring в движке Unreal Engine 4. Чтобы понять, как работает та или иная логика, мне приходилось смотреть видео прохождения блогеров и периодически запускать Dark Souls 2 или 3. В одном ролике я не смогу рассмотреть все нюансы создания инвентаря, поэтому разобью обзор реализации на несколько частей. Первая будет касаться дизайнерской части и немного экспорту в движок. Дизайн макетов создавался в Figma. Я не вырезал изображения со скриншотов или видео геймплея игры, а делал эти изображения в качестве референсов. Покажу фрейм с компонентами. Здесь для упрощения себе работы были созданы компоненты ячеек, предметов, плейсхолдеров, кнопок. Каждый элемент интерфейса, за исключением предметов, я отрисовывал в векторе. В некоторых случаях рисовал с нуля, а в других находил свободные векторные картинки и немного их поправлял под нужный мне вид. Также приводил все в один стиль. Эти все вектора с примененными эффектами теней и некоторых других. Предметы, как я и сказал, являются растровыми изображениями. Перейду к следующему фрейму – Blocks. Здесь располагаются блоки с информацией о характеристиках. Зачастую блок состоит из векторного изображения, текста названия блока, вертикальной черты и строк с характеристиками. По вспомогательным макетам еще есть фрейм с фонами, background. Тут у меня находится два фона. Default для полного отображения и Short для компактного. Перейдем к макетам экранов. Они собирались в размере 3840 на 2160. Первым делом собирался экран с экипировкой. Ячейки располагаются в вертикальном автолайауте с отступом в 29 пикселей. Каждый элемент находится в горизонтальном автолайауте, и в этом автолайауте лежат компоненты Item и Equipment. Компонент имеет два состояния – Default и Selected. Прелесть работы в Figma с компонентами в том, что можно выбирать состояние из списка. Здесь можно взглянуть, как устроен компонент, нажав на эту кнопку. Дочерние элементы как раз и являются состояниями Selected и Default. Также я реализовал с ячейками еще одну хитрость. Они содержат внутри себя компоненты Item Icon и Placeholder. В Item Icon находятся все предметы. В Placeholder же находятся все иконки подсказок, к какому типу относится та или иная ячейка. Перейду снова к макету экипировки и покажу, как это работает на практике. Если я выбираю Item икон, то в свойствах могу выбрать предмет из представленного списка. То же самое с Placeholder. Перейду к кнопкам. Тут я особо не заморачивался, создал компонент только для иконок кнопок. Опять же у меня тут находится горизонтальный автолайаут с отступом в 12 пикселей. Перейдем к информации о выбранной ячейке. Здесь я создал ранее показанные блоки по референсам. Также по референсам я старался отрисовывать иконки для блоков. Информацию по статусу персонажа я делал подобным образом. Итого у меня получилось много блоков, как видите, некоторые из них выключены. Перейдем на экран ниже. Тут можно увидеть вариант интерфейса с простым отображением. Информация о персонаже и предметах не отображается. Также описание кнопки Simple View меняется на Detailed View. В остальном отличий нет. Следующим на очереди экран с выбором экипировки. Его я тоже собирал по референсам. Правда, в итоге я не сделал скролл, и выбор под категории не попал в конечный билд. Но как бы я не хотел делать продажу предметов и крафт, а выбор под категории присутствует только в этих случаях. Также здесь все строится на автолайаутах. И последний макет покажу. Здесь показано, как в Elden Ring отображается подробное описание предмета. В центре большое изображение, а ниже описание и суператака, если она есть. С экранами закончили, расскажу пару моментов про экспорт. Выделял я каждое изображение и экспортировал его в формате PNG в размере 1x. Некоторые элементы, которые подразумевают растягивание, я после экспорта уменьшал. Например, этот большой фрейм я превратил в такое изображение, где вся тянущаяся область исключена. После экспорта образовалась куча файлов, которые я немного распределил по папкам. Из этих изображений был создан текстурный атлас.
в программе Free Texture Packer. Настройки я указал следующие. Итого все изображения заняли размер меньше, чем 2048 на 2048 пикселей. И это при разрешении макетов в 4К. Фоны я не засовывал в атласы. Также не засовывал в атласы и изображения предметов. Потому что предметов подразумевается большое количество. И нецелесообразно грузить вместе с одной картинкой все остальные. И еще у меня есть картинка TestBG, которая отвечает за фейковое изображение геймплея. Напоследок на сегодня покажу, как я импортировал графику в проект на Unreal. Иконки, изображение в размере 1024 на 1024. Здесь я указал настройки Min Gen Settings from Texture Group. Тем самым получается, что можно будет выбирать конкретный размер картинки, ну и естественно область, занимаемой в памяти картинки, будет соизмерима той области, которая она занимает в интерфейсе. Далее покажу Atlas. Здесь я также указывал настройки текстуры. Не знаю, возможно это и не нужно, чтобы тоже MIP-левели брались у интерфейсов, но я пока указал. Never Stream, чтобы картинка не стримилась. Gen Settings from Texture Group, Texture Group World. В итоге получилась куча фреймов, которые можно выбирать в элементах интерфейса при построении на UMG. Ну вот и все, что я хотел рассказать вам по реализации интерфейса. Ссылку на макеты, созданные в Figma, укажу в описании. Также в описании будет ссылка на конечный результат проекта на GitHub. В следующей части буду разбирать реализацию компонента инвентаря на C++. А сегодня я благодарю вас за просмотр и жду в новых видео.